Здравствуйте, дорогие зрители! Давно с вами не виделись. Я не сидела сложа руки и вот придумала кое-что новенькое для себя, и надеюсь, вам также понравится эта идея. А именно, сегодня мы будем готовить смесь для гибкого декора. Что имею в виду? Из этой смеси можно делать вот такие топеры боковые по рисункам. Ну и вот, к примеру, этот торт. Я также использовала эту смесь для сетки, которую использовала в композиции. Как украсить такой торт, я покажу в следующем выпуске, чтобы не было слишком длинным видео. Ну и, пользуясь случаем, конечно, хочу пригласить вас подписаться на канал Тортомания, чтобы не пропускать новых выпусков. Ну а сегодня мы будем готовить только эту смесь. Я покажу рецепт и способы применения этой смеси. В первую очередь нам нужно замочить желатин. Берем пол чайной ложки желатина и замачиваем 2 чайными ложками холодной воды. И отставим в сторонку до нужного момента. В сотейнике с толстым дном, обязательно сотейник должен быть чистым и сухим, соединяем кукурузный крахмал, сахарную пудру и рисовую муку из клейкого риса. У меня мука вот такой фирмы, это китайская, но в принципе можно взять любую другую. Теперь смешаем все сухие ингредиенты и теперь сюда добавляем холодную воду. Также хорошенько смешиваем до того момента, чтобы крахмал и все другие сухие ингредиенты растворились и чтобы не было комочков. Смесь должна быть полностью гладкой, без комков. Только после этого добавляем сгущенное молоко и также хорошенько смешиваем. Ставим сотейник на умеренный огонь. Теперь уже никуда не отходим. Смешиваем смесь лопаткой, чтобы ничего не пристало ко дну. Как только смесь начнет нагреваться, у нас станут образовываться комки. По мере нагревания смеси интенсивность смешивания увеличиваем. Когда наша смесь уже начнет загустевать, добавляем сюда желатин. После добавления желатина температуру можно уменьшить до минимального. Поначалу у нас будет много комков, маленьких и больших, но в конце уже все комки разойдутся и смесь будет у нас гладкая. Провариваем смесь еще несколько минут, все время помешивая. Довариваем вот до такой плотности и снимаем с огня. Теперь после этого можем добавить щепотку СМС, если у вас имеется. Если нету, то ничего страшного, может быть без этого. СМС добавляется только для того, чтобы изделие быстрее высохло и было более плотным. Смесь остается качественной и в рабочем состоянии без добавления СМС. Хорошенько смешиваем. Вот посмотрите, как я и говорила, смесь у нас в итоге получается гладкая. Теперь перекладываем в небольшую емкость, накрываем пленкой, обязательно в контакт, чтобы не образовывалась лишняя влага. И оставляем минимум на 10 минут или до комнатной температуры, после чего можем сразу работать. Эту смесь можно приготовить, конечно, заранее, хранить в плотно закрытом контейнере, в холодильнике или поставить на заморозку на длинный период. Для работы смесь нужно перенести в кондитерский мешок с насадкой. У меня насадка номер 1. Делаем пробу. Отжимаем немного смеси. Цепляемся за силиконовый коврик, слегка поднимаем мешок над силиконовым ковриком, в то же время выдавливаем смесь и тянем по линии к другому концу. Смесь достаточно вязкая, и она хорошо цепляется за силиконовый коврик. Таким образом отсаживаем ровные полоски, которые должны быть расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы у нас получилась ровная сеточка.
Еще раз показываю крупным планом. Выдавливаем смесь, фиксируем точку на силиконовом коврике, приподнимаем немножко кондитерский мешок, одновременно давим смесь и тянем ее в противоположную сторону. Фиксируем, отпускаем. Сила давления на смесь должна соответствовать движению руки. Если мы гармонично соединим эти два процесса, у нас будут получаться ровные линии. После того, как мы нанесли сетку на силиконовый коврик, оставляем подсушиться минимум на 12 часов. Чтобы ускорить процесс подсыхания, можем использовать фен на низких температурах. Когда изделие уже подсохло, мы его без проблем снимаем с силиконового коврика. Вот таким оно выглядит. Оно и в то же время и сухое, и немного гибкое. И теперь его можно использовать для своего декора. Эту сеть я использовала вот в таком декоре. Сетку окрашивала золотым кондурином. У меня получился вот такой дизайн для женского торта. Об этом расскажу в следующем выпуске. А также из этой смеси получаются отлично боковые топеры. Но в данном случае их нужно дольше сушить, чтобы они были более прочными, менее гибкими как бы. Также легко окрашиваются в золото, серебро. Оригинально смотрится также на тортах. Кроме этого, эта смесь отлично окрашивается, но лучше использовать гелевые красители. И еще один совет хочу дать. Если, к примеру, эта смесь для вас слишком плотная для работы, то можно слегка разбавить водой, буквально к небольшому количеству добавить там несколько капель воды, и этого будет достаточно. На качество декора это никак не повлияет, просто изделие будет сохнуть немножко дольше. В принципе, нужно учитывать, какой декор мы будем делать. Если речь идет о сложном рисунке, то лучше слегка разбавить водой. И еще один совет. Если вы работаете на силиконовом коврике, то плотность смеси не имеет никакого значения. А вот если будете делать топеры на таком файлике, как у меня здесь на видео, плотная смесь тяжело ложится на файлик. Для сложных рисунков и для работы на вот таких обычных файликах лучше все-таки слегка разбавить водой. Ну что ж, вроде ничего не пропустила. Если у вас все-таки будут вопросы, пишите в комментариях. Напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. На этом говорю всем пока. До следующего выпуска.